Приветики! Сегодня 29 июня, мой день рождения. Суббота. Я планирую отмечать 3 дня. Субботу, воскресенье, понедельник я взяла выходной, потому что это всегда день рождения для меня супер праздник. То есть при том, что как бы вроде ничего сверхъестественного не происходит, я там сверхъестественное отмечание не устраиваю, но все равно в душе я знаю, что это вот тот самый мой день, когда я появилась на свет, когда мне предоставилась такая возможность. Я вообще считаю, что каждый человек вот это должен осознать, что день рождения — это его тот самый Новый год, когда стоит подвести для себя какие-то итоги, сделать выводы, подумать о жизни, о своей, порадоваться, что-то есть на этом свете. Хотя бы немножко отпраздновать даже сам с собой, даже вот просто сходить там в ресторан, даже одному там, или там с мужем, или вот с лучшим другом сходить в ресторан, отметить. Не обязательно собирать толпу. То есть так, когда спрашиваешь, ну что, отмечаешь день рождения, все говорят: да нет, нет, типа, зачем? Ну, я имею в виду, что отмечаешь ты можешь его по-разному отметить, главное, чтобы у тебя в душе был праздник. То есть, мне кажется, это очень важно. Я сейчас еду в город, схожу в ресторан, устрою себе праздничный ланч, потом прогуляюсь, и потом встречаюсь с мужем там, потому что муж у меня уезжал, сегодня приезжает. С ним уже продолжим отмечать. Завтра, скорее всего, у нас второй праздничный день, мы поедем в локацию из нашего любимого российского сериала. Ну, там ничего сверхъестественного, но просто хочется проникнуться атмосферой. И третий день, вот понедельник, как раз я взяла выходной, и мы пойдем в аквапарк. Я обожаю горки, обожаю все, что связано с аттракционами и с аквапарками. Тем более сейчас лето, сейчас очень-очень жарко, плюс 30. Хочется вот это водных процедур вот этих. И вот такие планы на день рождения. Так что можно сказать, да, что вот первую половину своего дня рождения в гордом одиночестве, но ничего страшного в этом нет, потому что я-то знаю, что это мой день, мой любимый, мой тот самый лучший день. Кстати, раньше у меня вот была постоянно тяга куда-то уехать в день рождения, вот за границу, именно отмечать вне дома. А последние вот пару лет я понимаю, что мне настолько комфортно уже дома, мне настолько тьфу-тьфу-тьфу нравится моя жизнь, и мне не хочется никуда уезжать, и хочется отметить его с мужем, и с собой побыть наедине, подумать, сделать какие-то выводы. И я как-то все больше отмечаю уже ближе к дому. Видимо, вот такие какие-то изменения у меня в голове произошли. Пытаюсь сделать вот выводы, осознать. Хочу еще вот делаю себе сейчас список, что я вот поняла к своему возрасту. Думаю, может быть, тоже снять видео, чтобы как-то зафиксировать, чтобы вот себе на память в первую очередь присмотреть через несколько лет, через 10-20, и вспомнить свои мысли тогда, какие были. Вот такие планы тоже есть. Но что не сказала, что кроме веселья и хорошего настроения, мне, конечно, бывает очень грустно в день рождения, потому что я вспоминаю детство, вспоминаю вот как родители, бабушка, дедушка устраивали, какой мне праздник, когда я была маленькая. И очень грустно, что теперь такого никогда не будет, что годы идут. Вот каждый прошедший год ты понимаешь, что, ну, жизнь проходит, к сожалению, да, какая бы яркая ни была, но она проходит. И, конечно, из-за этого немало грусти в день рождения. Так что это не только, конечно, про веселье, но стараюсь думать о хорошем. Хотя сейчас даже, конечно, всплакнула, когда ехала. Но это классика. Я всегда реву в свой день рождения от грусти по детству. Это классическая история у меня. Итак, второй день мы празднуем день рождения. Ну, в кавычках празднуем. Просто второй день, у меня праздничное настроение. И мы сейчас поедем на пляж в районе Серпухова. Там идет ОК. И там есть такие всякие пляжики, вот там озеро какое-то есть, мы в том году ездили. Сейчас мы поедем с Рэмбо, да, Рэмбусики. Он ни разу не видел вообще таких больших водоемов, только лужи, так что мы очень ждем его реакции. И надеюсь, что все пройдет нормально. Главное, чтобы было немного людей. Может, получится найти пляж вообще без людей, чтобы, ну, никого не раздражало, что собака плавает. А то это такой очень спорный момент, как мы знаем. Вот такие планы. Мы должны были сегодня ехать на локацию сериала, который мы любим, на российского сериала, но у нас немного поменялись планы, нужно пораньше приехать домой, и поэтому сейчас поедем купаться. Очень жарко, а купаться самый кайф. Пофиг, что грязный там водоем, это вообще ничего не меняет. Это вот у меня купальник с длинным рукавом, все закрыто, чтобы, не дай бог, не сгореть, потому что солнце сильное. Я вот только выхожу полить на 5 минут в день, и у меня уже вот здесь все красное, ну, такое, розоватое, скажем так. А мне вообще не хочется загорать. Я взяла кепку, все еще там взяла солнцезащитные крема на всякий случай. Так что солнцу я не дам себя атаковать. Такие вот у нас планы на сегодня. Рэмбо очень не понимает вообще, куда его везут. Он у нас еще не такой ездок на машине. Так что только привыкает к поездкам.
Приехали на пляж. Сейчас будем искать лучшее место. Ой, там люди купаются на моторных лодках. Так классно, тоже хочу. Рэмбо, бедный Рэмбо, он так и не уснул в дороге. Ой, как ему там классно. Вообще лето обожаю. В общем, такой пока у Рэмбо максимум. Я его звала в воду, уже сама купалась, но он не хочет. Пока только настолько зашел, только пьет. Бедный ребенок. Скажи, да, заставили поехать. Да, заставляют меня. Рэмбо, почему не плаваешь, как все собаки? По кайфу. В общем, Рэмбушку мы насильно завели пару раз в воду. Он выплыл без проблем, но ему очень не понравилось, да, Рэмбо? Он прям был недоволен и вообще подумал, что его мучают. Так что мы эту попытку оставили. Фу, нельзя жрать. И стали просто сами купаться. Сейчас пойдем пройдемся, посмотрим на общий пляж. Мы пошли немного пройтись. Тут вот вдоль берега так много кто отдыхает с палатками. А здесь еще какой-то глэмпинг-берег. Интересно, вот там реально классно и прикольно, или просто фигня какая-то. Ну, речка классная, но не сказать, что тут есть какой-то суперпляж, как бы. Но место все равно хорошее. Я бы, наверное, хотела скорее, чем мне хотелось здесь потусоваться пару дней. Но мы, в принципе, живем рядом, и нам и так нормально приехать на часа 2-3. Так, понедельник, мы приехали в Лужники. Машину поставили снаружи, потому что внутри сейчас летний тариф 150 рублей в час, и никаких льгот, даже если ты идешь в аквапарк. Так что поставили снаружи и идем. Очень я жду купания и катания на горках. Спортсмены тут занимаются. Но мы не спортсмены, к сожалению, сегодня. Мы сегодня отдыхать будем. Подошли к аквакомплексу. Тут вон дети купаются в фонтанах. Тут это можно, походу. Симпатичненько здесь. 3 590 в будни. У меня со скидкой будет 50%, муж за полную цену. А это на бассейн. Цены. Ну, не дешево, скажем так, но можно иногда сходить. Ну, вот так выглядит все это удовольствие. При входе вот такой бассейн. Там, то есть, льется водичка и волна идет. Ну, прикольно, прикольно. Мы уже здесь больше 5 часов торчим. Мы насиделись с мужем в джакузи уже просто до посинения. Сидели очень долго. Горок много разных. Есть часть, на которых только на ватрушках, а часть, которая без. Само собой, каждый раз на горке нужно подниматься. И там еще очередь стоит. То есть, соответственно, это занимает ого-го сколько времени. И это на любителя истории. Например, мой муж вот прокатился сколько? 3-4 раза. Ему достаточно. Мне надо раз 20, чтобы быть довольной. То есть, вот такой тут. Там вот джакузи. Джакузи вообще штук 6. Там еще вот сверху там всякие бани. Финская баня, стандартная сауна, вернее. Хамам, соляная пещера была, но я в этот раз не нашла. Какая-то снежная баня. Вот. Есть вот там кафешечка. И вот джакузи штук 5. Спасатели везде. Ну, в целом неплохо, но людей было очень много сегодня, несмотря на то, что сегодня понедельник. Понятно, что у детей каникулы, но все равно хочется как-то все-таки найти время, когда сюда приходить. И как я поняла сейчас, нужно приходить вечером. Вот сейчас время 8, и народ по чуть-чуть уже рассасывается. Чувствуется, что уже нет такой прям толпы, как была. Джакузи свободная. И тут, ну реально, относительно того, что было, сейчас людей мало. Я не знаю, что здесь происходит в выходные, потому что сейчас это уже реально свободно. Горки в целом прикольные, но не сказать, что прям вау. То есть, ну, неплохо, да. Но, учитывая, что это самый дорогой аквапарк в Москве, то я бы ожидала от него все-таки чего-то большего. Но что имеем, то имеем. Тут, в принципе, нормально, все равно классно. Откиснуть в джакузи по кайфу, поплавать. Ну и, в принципе, что еще нужно? Детям на горке, да и не детям на горке. Нормально, пойдет. Ну, конечно, дороговато. Хотелось бы цену в пределах 2000 рублей. Ну, потому что все-таки народ же хочет сюда приходить, наверное. А цена 4000 почти. Мне кажется, дорого.
Очень много лежаков, само собой, они входят в цену. Шкафчики тоже входят в цену, но лежаки, как вот обычно бывает в отелях, например, все заняты были, когда мы пришли, на всех лежали полотенца и не было людей. Но это как обычно бывает. Сейчас уже народ, в принципе, рассосался и легко найти лежак. Но это уже сейчас, потому что реально сейчас уже почти 8:30. Вот. Но реально вывод, что лучше прийти, допустим, с 7 до 10. Вот это прям оптимально. Уже нет таких толп, народ рассасывается и становится очень даже ничего. Кафе, как уже сказала, есть, но оно не из дешевых. Есть еще точка с мороженым за 300 рублей, но тоже это не дешево. Лучше брать с собой еду, как мне кажется, и воду. Также есть бассейн с выходом на веранду, с классным видом. Там же еще несколько джакузи бассейнов. Ну, здесь вот тоже джакузи. Ну, в целом, из того, что есть в Москве, я бы скорее сюда пришла, чем не пришла. Потому что есть еще 2 аквапарка, насколько вот мне известно. И там людей еще больше. И, ну, разнообразие, как минимум, джакузи точно меньше. Может быть, я, конечно, ошибаюсь. Но вот мне нравится здесь, я здесь уже 2-й раз. В принципе, наверное, даже еще приду года через 2. Вот такие впечатления. Еще Марион неплохой, но там как будто бы людей еще больше, потому что цена дешевле. Так что тут вот либо ставишь низкую цену и приходит целая толпа, которая вообще невозможно, либо ставишь высокую цену, придет тоже толпа, но хотя бы не настолько много. Вот такие впечатления. В общем, мы накупались. Я вообще уже прямо, мне аж поплохело, насколько я накупалась. Сколько баллов поставим визиту нашему? Сколько баллов ставим? Да. По какой шкале? Ну, по 10-бальной. По 10-бальной? 8-9. 8-9. Но аквапарку я бы поставила 6-7, потому что очень неудобная система с этими ватрушками. То есть, когда в час пик, много людей, не достать вообще эти ватрушки. В некоторых аквапарках бывает, что они автоматически поднимаются туда, где вот горка начинается, и надо с ними таскаться, и всегда они у всех есть. Но тут не то. И это, конечно, редкость, когда так бывает, но все равно хотелось так. Еще, если вы нетерпеливый человек, лучше, конечно, доплатить за эту випку, с которой быстро проходишь без очередей, и все. Потому что я не могу сказать, что там супер большие очереди относительно других аквапарков, но они как бы приличные. И не любителям стоять точно не понравится. Так что, наверное, стоит пару тысяч переплатить за быстрый проход. Но в целом аквапарк и так не дешевый. Поэтому, не знаю, это, конечно, уже на усмотрение каждого. Но зато куча джакузи с разным напором воды, хорошие сауны, так что нормально отдохнете, точно нормально. Ну и мы нормально отдохнули, едем домой. Завтра поеду в офис, вставать очень рано, но наотдыхались и сил будет много.